Америка на Луне звучит как сюжет из фантастического фильма. Но действительно ли в этом мифе есть доля правды? Многие американцы верят, что после знаменитой высадки на Луну в 969 году американцы не только оставили свои следы на лунной поверхности, но и начали заселение нашего спутника. Удивительно, но эта теория не лишена сторонников. Некоторые даже утверждают, что американские флаги, оставленные на Луне, знаменуют не просто первую высадку, но и начало некоего лунного поселения. Откуда же растут ноги у этой безумной легенды? Корни мифа уходят в эпоху Холодной войны, когда каждая лунная миссия была обернута в завесу секретности и государственных интересов. Добавьте сюда необычные истории о лунных базах, которые якобы строились для военных целей, и получите бурную почву для всевозможных догадок. Теории заговора сильны по сей день, подогреваемые ретро-снимками и заявлениями уфологов о таинственных объектах, замеченных на лунной поверхности. Хотя официальные научные данные этого не подтверждают, страсть к подобным мифам заставляет людей фантазировать о лунной колонии. Однако, как бы заманчиво это ни звучало, пока нет никаких доказательств того, что человечество действительно стало лунной нацией. Однако этот миф — лишь часть той колоритной мозаики, которая складывается из необычных представлений о США. А что скрывается за мистическим языком Америки? Разве у этой великой страны нет своего собственного языка? Итак, миф о том, что в Америке нет собственного языка, вызывает не меньше вопросов, чем загадки о лунных жителях. Откуда же возникло такое заблуждение? Вероятно, корни его уходят в истории заселения страны, когда заокеанские переселенцы привезли с собой разнообразие языков. Английский, будучи основным языком британских колонистов, постепенно утвердился как официальный, но на территории США можно услышать огромное количество других языков. Фактически, Америка никогда официально не признавала английский государственным языком, что лишь подогревает интерес к мифу. Влияние иммигрантов было столь велико, что некоторые стали считать, будто у США и вовсе нет языка, который можно назвать собственным. Однако реальность такова, что на английском говорит подавляющее большинство населения, а его влияние на культуру и управление бесспорно. Этот миф часто подкрепляется фактами о том, что в США не существует законодательно закрепленного официального языка, и это действительно так. Тем не менее, англоязычная культура глубоко укоренилась в стране, и многие даже не представляют себе, как иначе могла бы развиваться Америка. На самом деле этот миф о языке — отражение многоликости и культурного богатства страны. В различных штатах и городах можно встретить представителей всех уголков мира, и этому разнообразию можно лишь позавидовать. Но насколько бы ни была велика культурная палитра, английский язык остается основным средством общения. Загадка, быть может, и не столь мистическая, как другие мифы об США, но она показывает, насколько разнообразна жизнь в стране. Теперь, когда мы разобрались с этой лингвистической загадкой, давайте погрузимся в мир одной из самых известных достопримечательностей Америки и узнаем, действительно ли статуя свободы была подарком от Франции, или за этим кроется еще одна тайна. История статуи свободы окутана множеством мифов и легенд. Одним из самых популярных является утверждение, что это величественное произведение искусства было подарено Соединенным Штатам Франции в знак дружбы. Хотя это утверждение в целом верно, за ним скрывается множество любопытных деталей, которые добавляют интригу известной истории. Итак, как же возник этот легендарный подарок? Во второй половине XIX века французский скульптор Франк Бартольди предложил создать статую как символ свободы и демократии, идеалов, которые связывали Францию и Америку. Благодаря финансовой поддержке со стороны французских граждан проект был реализован, что добавило в историю нотку народного участия. Однако миф о том, что статуя была полностью подарена Франции, не совсем верен. Американская сторона несла ответственность за строительство пьедестала, на который должна была быть установлена статуя. Этот процесс оказался настоящей эпопеей, так как средства собирались буквально по крупицам, через благотворительные акции и пожертвования. Известный американский издатель Джозеф Пулитцер даже организовал кампанию в своей газете, чтобы привлечь внимание к этой задаче и собрать недостающие средства. Такой совместный труд двух наций сделал проект еще более значимым и символичным. В октябре 1886 года статуя, наконец, была установлена на острове Либерти, приветствуя всех, кто приближался к берегам Америки. Итак, за этим огромным медным монументом, более 150 футов в высоту, стоит не только французский дар, но и общее усилие двух стран. Эта история прекрасно иллюстрирует, как мифы могут порождаться недосказанностью и при этом делать историю еще более увлекательной. Теперь, когда мы разобрались с этой легендой, возникает вопрос, возможно ли, что и в других частях Америки скрываются тайны, которые дают жизнь новым мифам. Когда речь заходит о загадочных наблюдениях НЛО, Соединенные Штаты неизменно занимают центральное место в этих историях. Почему же так много случаев связано именно с этой страной? Возможно, ответ кроется в обширной территории и богатой истории наблюдений.
Первые сообщения о неопознанных летающих объектах в США начали появляться еще в середине 20 века. Вспомним, например, знаменитый инцидент в Розуэле в 1947 году, который стал основой для бесчисленных теорий и спекуляций. С тех пор загадочные огни и странные летательные аппараты неоднократно фиксировались и в других штатах. Особое внимание привлекают места с низкой плотностью населения и обширными просторами. Такие регионы, как Невада и Аризона, стали настоящими эпицентрами для уфологов. Причины столь частых наблюдений могут быть самыми разными, от игры света на пустынных просторах до военных испытаний неизвестного оборудования. Американская культура также сыграла свою роль в распространении мифа о НЛО. Голливуд с его фильмами об инопланетянах и захватывающих историях оберегает интерес к этой теме. Кроме того, многочисленные свидетельства очевидцев, обращающихся к СМИ и интернету, только подогревают интерес к теме. Возможно, и вы задумывались, как бы вы себя чувствовали, увидев нечто похожее. Однако, независимо от реальности этих наблюдений, миф о НЛО продолжает привлекать внимание и вызывает множество обсуждений. Но являются ли эти загадочные летающие объекты единственным таинственным явлением, скрывающимся на территории США? Погружаясь в недра американской земли, мы открываем еще один завораживающий миф — легенды о подземных городах. Эти истории стали народными сказками, подогреваемыми фантастическими романами и тайными теориями. Один из самых известных мифов касается загадочного города Агартха, расположенного якобы глубоко под поверхностью Земли. Эти легенды говорят, что он служит убежищем для странных существ и древней цивилизации. Подобные рассказы находят отклик у людей, стремящихся к разгадке тайных миров, скрытых от нашего понимания. Существуют и более реальные примеры, которые, возможно, вдохновили эти мифы. Город Сиэтл, например, имеет под собой сеть подземных туннелей, оставшихся после разрушительного пожара 1889 года. Эти туннели были когда-то активными улицами, но со временем их закрыли и забыли, пока не возродили как туристическую достопримечательность. Таинственная атмосфера этих подземелий подогревает интерес к мифам о скрытых мирах. На другом конце США, в Лос-Анджелесе, также можно найти подземные туннели, созданные для транспортировки и хранения товаров еще в эпоху сухого закона. Хотя их существование подтверждено, истории об использовании туннелей в качестве укрытия или тайных убежищ создают ауры таинственности. Но действительно ли эти места могут скрывать нечто большее, чем просто пыльные ходы? Пока нет неопровержимых доказательств существования подземных городов, но их мифы продолжают жить в культурах и сознании людей, подогревая любопытство и воображение. Как и любое хорошее предание, они напоминают нам о неисследованных глубинах и тайнах, которые могут скрываться именно там, куда мы редко заглядываем. А где еще в Америке кроются такие же загадочные и интригующие явления? В самом центре американских мифов стоит Бигфут — загадочное существо, которое, как предполагается, обитает в густых лесах на северо-западе США. С ним связаны сотни историй и многочисленные свидетельства, от которых мороз по коже. Но, что интересно, до сих пор не найдено ни одного убедительного доказательства его существования, что не мешает некоторым людям верить в реальность Бигфута. Первая волна интереса к этому мифическому существу возникла в 50-х годах 20 века, когда лесорубы из Калифорнии заявили, что нашли огромные следы ног. С тех пор загадочный Бигфут стал предметом различных исследований и обсуждений. Уфологи, любители сверхъестественного и просто искатели приключений отправлялись в экспедиции, надеясь встретить легендарного зверя. Однако, все, что находили, это видео с сомнительным качеством и размытыми изображениями. Несмотря на отсутствие твердых доказательств, миф о Бигфуте остается живым и активно поддерживается поп-культурой. Фильмы, документальные рассказы и интернет-форумы продолжают вдохновлять новое поколение исследователей на поиски мифического существа. Интересно, что многие предполагают, что Бигфут — это всего лишь результат ошибочных наблюдений медведей-гризли или игр теней в густых лесах. Так или иначе, загадка Бигфута продолжает привлекать внимание, словно маня исследователей и мечтателей в свои таинственные лесные дебри. Возможно, сама неуловимость этого существа и делает его миф таким захватывающим. Однако, только ли загадка Бигфута прячется в американских лесах, или же это лишь часть большого массива удивительных историй, скрывающихся на просторах США? Когда мы слышим о загадочных исчезновениях в США, нам на ум приходят зловещие истории о треугольнике Бермуд. Но мало кто знает, что в Америке существует немало собственных нераскрытых исчезновений. Одним из таких является так называемое исчезновение национального парка. Более 100 человек ежегодно теряются на территории американских национальных парков. И это не просто статистика. Некоторые исчезновения настолько таинственны, что не поддаются объяснению. Возьмем, к примеру, историю о мальчике, исчезнувшем в лесах скалистых гор в 1958
1958 году. Десятки людей участвовали в поисках, от местных охотников до профессиональных спасателей, но следов найдено не было. Или случай с группой туристов в Сьерра-Неваде в 1965 году, которые бесследно пропали, несмотря на отличные погодные условия и организованный маршрут. Эти необъяснимые исчезновения приковывают внимание и вселяют страх, но большинство из них остаются нерешенными. Некоторые теории связывают эти случаи с географическими аномалиями, а другие указывают на возможные криминальные действия. Однако отсутствие улик и свидетелей делает такие исчезновения настоящими мистическими загадками. Появляются и более экзотические версии, такие как похищение инопланетянами или вхождение в параллельные миры. Вполне возможно, что сочетание дикой природы, человеческих ошибок и цепи случайных событий создает иллюзию таинственности. Тем не менее, едва ли существует более вдохновляющее место для поиска ответов, чем густонаселенные истории национальные парки Америки. Но что, если разгадка этих загадок кроется не только в самих исчезновениях, а во всей той тайне, которую скрывают непроглядные леса и туманные долины? Американская система образования, особенно школы, часто воспринимается как образцовая, и это мнение глубоко укоренилось в мировом сознании. Но так ли это на самом деле? Этот миф зародился отчасти благодаря голливудским фильмам и телевизионным шоу, которые рисуют увлекательные и разнообразные школьные будни. Однако стоит заглянуть глубже, чтобы понять истинную картину. Одним из ключевых факторов, поддерживающих этот миф, является разнообразие программ и специализированных школ. В США существует множество школ с программами углубленного изучения наук, искусств, технологий и многого другого, что дает возможность ученикам раскрыть свои таланты и развивать способности. Интересно, что в американских школах активно практикуется система внеклассных мероприятий и спорта. Ученики могут заниматься чем угодно, от дебатирования и робототехники до театра и футбола. Это придает образованию целостность и позволяет развивать лидерские качества и командный дух. Однако, несмотря на широкий спектр возможностей, американская школьная система сталкивается с проблемами. Неравенство в качестве образовательных учреждений, недостаточное финансирование некоторых школ и разница в уровне подготовки учителей– это лишь часть задач, которые приходится решать. Кроме того, система тестирования, применяемая в школах США, также вызывает обсуждение и критику. Стандартизированные тесты стали основным инструментом оценки знаний, и это порой приводит к тому, что преподаватели концентрируются на подготовке к этим тестам в ущерб более широкой образовательной программе. Парадоксально, но именно эти нюансы и проблемы, возможно, и делают американскую систему образования столь обсуждаемой и привлекательной. Американские школы– это не только место для получения знаний, но и пространство для самовыражения и социализации, чем, вероятно, и объясняется их мифическая идеальность в сознании многих. Однако загадки США на этом не заканчиваются. Какие еще тайны скрываются за стенами других американских символов? Зона 51– это одно из самых известных и засекреченных мест на карте Соединенных Штатов. Она расположена в пустыне Невада и уже много лет окружена мифами и теориями о ее назначении. Легенды о зоне 51 начали распространяться в середине 20 века, когда в 1955 году ее существование было официально подтверждено правительством США. С тех пор эта загадочная база стала объектом пристального внимания уфологов и охотников за тайнами. Сообщения о необычных летательных аппаратах и странных испытаниях только подливали масло в огонь. Одной из самых популярных версий является убежденность в том, что на территории зоны 51 хранятся материалы с крушения НЛО, а также инопланетные тела. Эти слухи были подогреты случаями, когда очевидцы сообщали о странных светящихся объектах на небе в районе базы. Журналисты и исследователи пытались проникнуть на эту территорию, но зона 51 остается строго охраняемым объектом. Несмотря на то, что правительство США утверждает, что на базе проводятся испытания экспериментальной авиационной техники, доступ к информации о ее деятельности остается крайне ограниченным. Это, в свою очередь, вызывает еще больше вопросов и догадок. В 1994 году правительство наконец признало существование зоны 51, что только усилило интерес к ней. Даже сегодня, спустя десятилетия, это место остается магнитом для теорий о взаимосвязи с внеземными цивилизациями. Интересно, что в 2013 году ЦРУ рассекретило несколько документов, подтверждающих испытания авиации на базе, но фанаты теории заговора, похоже, не собираются отказываться от своих догадок. Возможно, загадка зоны 51 навсегда останется в обрамлении тумана, мифов и слухов. Однако это не единственная тайна, скрытая на обширных просторах Америки. Как и многие другие легендарные места, зона 51 продолжает манить и завораживать, подогревая наше стремление к разгадке неизведанного. Среди множества легенд и мифов, окружающих США, история
В Карибском бассейне из золота выделяется особой загадочностью и богатой историей. Этот миф зародился на рубеже 16 и 17 веков, когда бесчисленные слухи о несметных богатствах, скрытых в неизвестных уголках Нового Света, овладели умами искателей приключений и кладоискателей. Одним из таких мифических мест был Эльдорадо, предполагаемое золотоносное королевство, которое, по легендам, находилось где-то в глубинах американских земель. Войны и экспедиции, организованные в поисках этого мифического богатства, стали основой для многих историй. Испанские конкистадоры, такие как Франсиско Писарро и Диего де Альмагро, потратили годы на исследования, стремясь обнаружить золото и драгоценности, якобы зарытые в неизведанных уголках. Однако, несмотря на многочисленные поиски, никто так и не нашел признанного сокровища. Это только добавило масла в огонь легенды, делая ее еще более таинственной и соблазнительной. Интересно, что даже в 21 веке миф о спрятанных богатствах не утратил своей привлекательности. Исследователи и авантюристы продолжают отправляться в экспедиции, вооруженные современными технологиями и старинными картами, в надежде разгадать загадку и найти заветные сокровища. Возможно, эта неуловимость и продолжает подогревать интерес к идее о Карибском бассейне из золота, превращая его в символ человеческого стремления к открытию неизведанного и жажды приключений. Но, как и в случае с другими мифами, истина может оказаться куда более прозаичной, чем позволяют себе представить романтики и искатели приключений.